начнем эту неделю с зажигательного эфира. Будет сегодня невероятно интересно, а все благодаря нашему сегодняшнему гостю. Павел Прилучный, актер и исполнитель главной роли в новом фильме «Соври мне правду». Привет-привет. Всем привет, спасибо, что пригласили. Очень приятно быть у вас тут. Павел приехал в Сочи, чтобы представлять как раз новый фильм «Соври мне правду». И билеты на этот предпремьерный показ вы можете выиграть сегодня в нашем эфире. Если вы хотите что-то у Павла спросить, можете отправлять ваши вопросы в наши социальные сети «Русское радио Большой Сочи», либо наш инстаграм rr.sochi. Постараюсь все задать, а Павел постарается ответить. Ну, хотя бы на часть из них. Обязательно попробуем. Обязательно. Но у нас совсем не странное кино, а вполне себе интересное и даже немного эротическое. «Соври мне правду», так называется премьера фильма, который состоится буквально через пару дней. Павел Прилучный у нас в гостях. Называется фильм «Соври мне правду», а жанр у него триллер, эротический триллер. Это как? Это когда и страшно, и хочется. Шучу. Вы знаете, я не знаю, я ж артист, мне говорят, я и делаю, что мы. Вот это надо большого режиссера спросить, что это такое эротический триллер. Ну, мне кажется, чтобы это понять, нужно прийти и увидеть. В принципе, я уже фильм посмотрел. Да, у нас был на кинофестивале в Выборге, но он был вне программы фестиваля, просто как премьерный показ. Мне, честно говоря, понравилось. То есть вопросов вообще. А часто вообще смотришь фильмы со своим участием? Стараюсь не смотреть, но тут пришлось просто. Уже никто не спрашивал особо, да? Да. Понятно. О чем фильм? Вообще, давай расскажем нашим радиослушателям, что это за фильм такой «Соври мне правду». Ну, во-первых, это авторское кино. В первую очередь, это не коммерческий фильм вовсе, то есть это история об отношениях. Знаете, на фестивале у нас были несколько кинокритиков и таких достаточно весомых, и один из них сказал, что типа за 30 лет он впервые увидел, такое настоящее, интересное, интригующее кино, то есть именно об отношениях, о женщинах, о мужчинах, о том, как они нивелируют между собой, нивелируют отношениями, как они управляют, то есть интересненько. Я посмотрела трейлер. Да. Что я поняла из этого трейлера? Если что, поправь меня. О том, что вот вроде бы девушка находится в отношениях, у них все хорошо, а потом сестра приходит с ее бывшим к ним домой знакомить, что якобы это ее новый парень, то есть бывший парень сестры. Так ли это? Ну, почти так. И там вот начинаются какие-то хитросплетения. Да, то есть там все сильно непросто, то есть... На самом деле, если с точки зрения мужской посмотреть, то это, наверное, фильм о том, что все-таки какие же женщины интересные. А женщины очень интересные, да. А мужчины разве не интересные? Ой, мужчины еще интереснее, как, конечно. Вот. Главную героиню играет Дарья Мельникова. Да. Как работалось в команде с ней? Потому что очень много, как я понимаю, у вас совместных сцен. Да, с Дашкой замечательно. Мы с ней давно уже знакомы. И мы с ней снимались до этого в фильме, в комедии какой-то, не помню какой. Но снимались. Вот, с Дашкой прекрасные у нас отношения. Она замечательная артистка, большой-большой профессионал своего дела. Вот. И, конечно же, чувство юмора у нее потрясающее. Вот. Был еще Женя Романцов. Это я вот впервые с ним работал. Тоже безумно фактурный парень. Красивый, мне кажется, такая будущая большая звезда. Вот. И была Лиза Кононова. Вот. Все, собственно, очень много ребят в этом фильме, которые участвовали. Это была премьерная история, например, как для режиссера этого проекта Ольги Акатьевой. Вот, это была первая ее такая режиссерская работа, можно сказать. И это, конечно, круто, потому что она прикольно справилась, потому что мы в Америке уже взяли там больше 10 наград, по-моему, на разных фестивалях за этот фильм, да. Ух ты! Ну а у нас сегодня в гостях на Русском радио Павел Прилучный. Он приехал в Сочи, чтобы представить новый фильм «Соври мне правду», в котором исполняет главную роль. Павел, расскажи, как решился принять участие в этом фильме, были ли какие-то сомнения и что побудило тебя согласиться сыграть ту роль, которую ты играешь? Мне очень понравилось, что это такая достаточно
камерная история на полутонах, на каких-то внутренних смыслах, подсмыслах. Вот. У меня такого кино еще не было, поэтому, конечно же, хотелось попробовать. И прочитав сценарий, на самом деле, мне что-то это напомнило фильм «Бассейн», если ты видела такой, фон Триера. Вот такой достаточно интересная история. Вот. И хотелось попробовать, да и в принципе у меня не было настолько откровенных каких-то фильмов. Этот фильм, он состоит, в нем есть и откровенные сцены в том числе. Очень много. Очень много откровенных сцен. Вот как тебе играть в подобных картинах? Приходится ли как-то морально к этому готовиться? Или уже вот как просто, как покушать сходить? Морально не особо, физически, ну то есть да, ну то есть надо, чтобы все было красиво, чтобы, ну то есть... Имеешь в виду, качаться нужно в зале, чтобы форма личная была? Да, ну как-то будет нехорошо, если такое. А неловкость какая-то присутствует между партнерами или нет? Ты знаешь, там настолько все как-то просто, потому что, ну, там стоят еще 20 человек помимо тебя в студии, где все это происходит. Я вот не понимаю, как порно снимают, честно говоря. Мне вот реально интересно. Но они тоже не любят готовиться. Да. А это первый опыт был таких откровенных сцен в кинематографе? Насколько откровенных? У меня... Я не про свои сцены, я вообще про полностью фильм. Да, первый опыт. Вот настолько откровенные сцены, что были. Вот, в моей биографии, да, наверное, да. Я смотрела сериал «Содержанки», смотрел? Да. Вот, там тоже достаточно откровенный сериал, и потом смотрела, как девушки рассказывали, как они к этому ко всему готовятся, и актеры тоже готовились специально. Как они готовились? Ходили в душ перед каждой постельной сценой, душились всякими духами. Вот, ну, в общем, да, заботились. Потеют, наверное, сильно. Старались очень сильно. Хорошо. В этом фильме есть ли, может быть, в твоем герое что-то близкое к тебе самому? Что какие-то пересечения. Знаешь, очень часто задают этот вопрос после каждых фильмов. Нет, любой фильм проходит. А вот что-нибудь есть у вас вот от этого героя? Что? Собственно, конечно, есть. Всегда есть что-нибудь от этого героя. Так или иначе, ты же на себя одеваешь эту роль, так или иначе. Ну, то есть, ты находишь через свои какие-то пути какую-то историю, которая была бы близка тебе, и которую ты можешь немножко подраскрыть, и она будет близка этому герою. Поэтому, ну, конечно, да, во всех. Но у меня такой там достаточно маниакальный типчик. Вот, я изначально с режиссером планировали его сделать таким маньяком, который уж сильно любит и хочет там свою бывшую девушку. Ну, то есть это такой настолько... Абьюзер? Как модно называть, нет? Не знаю, что это за слово, но, наверное, да. Наверное. И вот сейчас, когда проходят какие-то съемки, ты выступаешь только в качестве актера или ты продюсируешь и подсказываешь где-то режиссеру? Можешь ли ты подойти к режиссеру и сказать, вот хочу вот так, я думаю, что вот это будет просто потрясающе, вот надо не так, а так? Ну, я стараюсь не лезть в режиссерскую работу, все-таки каждый должен быть на своем месте, вот, иначе зачем? Нужен режиссер, собственно говоря. Ну, да. Вот. Да и, ну, то есть, когда я как продюсер, да, естественно, я там занимаюсь другими вещами, а тут, если я как артист, то я, собственно, как артист. Вот. Да и, ну, не было, на самом деле, таких моментов особых, чтобы нужно было прям режиссеру. Если, ну, у меня есть какие-то недоговоренности, то мы просто прощаемся между собой, да и все, зачем друг другу нервы портить. Хочу зачитать привет, который для Павла прилетел от нашей радиослушательницы. Привет большой Павлу, он крутой и актер лучший, он солнышко, замечательный человек, всех благ и всего самого наилучшего, Екатеринушка подписалась. О, привет тоже. И зачитаю вопрос от нашей другой радиослушательницы. Добрый день, Павел, видели в Инстаграм, что вы готовитесь к новому проекту «Любовницы». Можете рассказать поподробнее об этом проекте, если не секрет? Да, «Любовница» — это такая Лена Хазанова, режиссер, давно хотел с ней поработать. История интересная, очень перекладывается даже на мою жизнь какую-то, мне кажется. Это типа про 3 мужиков, разведенок. Мужики-разведенки, отлично. Люблю эту категорию мужчин. Да.
Слушай, а есть же фильм «Любовницы» про 3 девушек. Да, это вот она сняла как раз. И теперь Лена мужская Хазанова. версия. Да. И они в качестве любовников? Ну, нет. Нет, я не знаю, почему называется любовница, честно говоря. Они там не в качестве любовника, они пытаются найти в себе мужчин. То есть они типа, знаешь, там кого-то жена бросила, кто-то там развелся, кто-то еще что-то. И они типа вот потерялись, все мужики. Там история о том, что можно посмотреть двояко. Не всегда типа в разводе виноват там всегда муж, то есть мужчина. Это всегда ситуация двух людей, бывает, да. что типа нужно иногда посмотреть Другими глазами. другими глазами. Вот это вот про это, наверное. И когда состоится премьера, когда можно будет посмотреть? Вообще не знаю, мы только начали, я так понимаю, что числа 12-15 приступим, там первый будет съемочный день, то есть это, скорее всего, на следующий год. Через год да. где-то, да. Еще есть какие-то проекты сейчас, где ты занят? И в скольких проектах одновременно вообще ты можешь быть занят? Нет, то я вот сейчас стараюсь брать только один проект. Старый стал уже. А раньше? Раньше брал и по 3, и по 4, да. Но все-таки как-то хочется основательно подходить к тому, что я делаю, не распыляться и заниматься чем-то одним. Теряется качество, если распыляешься на несколько проектов? Качество не всегда теряется, просто у меня же еще и детки, я им очень много конечно, стараюсь время. побольше уделять внимания. Вот на это не хватает времени. То есть ближайший твой проект — это «Любовница»? Да. Нет, еще выйдет один проект, это мы тоже с Ольгой Акатьевой сняли. Это вторая режиссерская работа, но это уже сериал, это будут такие 20-минутные серии. Мы были в паре с Ириной Розановой. Кстати, да, видела фотографию в Инстаграме в твоем. Дико с ней подружились, прекрасная просто актриса с замечательным чувством юмора. Проект называется, он, по-моему, если я не ошибаюсь, он будет на ОККО. А проект называется «Предпоследняя инстанция». Это такая фантастическая комедия о том, как есть некая компания, которая занимается распределением душ после смерти. Ага, интересная тема. И так как это в России, то в России можно немножко приплатить и попасть в рай там или в ад. В общем, там такая. То есть вы посланники? Мы распределяем именно, да, распределители, того. Интересно. Я также заглянула, опять же, в твой Инстаграм, увидела вот эти фотографии с нового проекта и увидела фотографию, где ты с новой прической, лысый и с бородой. Что это было? Во-первых, весь Инстаграм взбунтовался. Мы не поняли, то ли это, за правду сменил имидж, то ли вроде следующей фотографии уже нормально. Вот передо мной сидишь и ни капельки не лысый, не думаю, что так быстро бы смог отрастить прическу. Что это было? Чудеса фотошопа. Да нет, на самом деле есть же куча всяких масок. Мы просто с мелкими очень любим то есть это не для роли? Нет, просто маска обычная, да. Просто я сфотал, и было такое ощущение, настолько правдиво, думаешь, очень было круто, похоже. да. Не смог удержаться, чтобы не выложить. Да, думаю, какая-то новая роль, новый Брюс Уиллис у нас тут появился. Павел Прилучный на Русском радио Сочи прямо сейчас сидит, и мы говорим о фильме «Современная правда», премьера которого состоится 9 сентября, но у вас будет возможность выиграть 2 билета на предпремьерный показ. А перед розыгрышем еще хотела узнать о действиях, которые приходилось делать ради роли. Вот что самое необычное приходилось делать? Допустим, набирать вес, его сгонять, что-нибудь есть, где-нибудь морозиться. В общем, что это такое? Да, набирать. Было непросто очень на Девятаева, конечно, потому что я после Девятаева, то есть мне нужно было похудеть жестко, вообще нужно было похудеть до 49 килограмм. Ничего себе. Но у меня, конечно, да, у меня не получилось это, естественно, то есть я там похудел до 12 килограмм, скинул. За какой промежуток времени? Месяц, наверное. За месяц на 12? А что ты делал? Не ел просто, что. Вообще? Нет, там какой-то прям совсем чуть-чуть, 3 раза в день там. Но это какой-то рисик. Сопровождение рисик и водичка. Врача? Или просто вот сам на свой страх и риск? Нет, у нас был, конечно, диетолог и все, то есть они что-то там давали.
была расписанная программа, что нужно есть, там, что нельзя. Ну, просто там жестко было, и настроение было просто такое, что хотелось всех сожрать. Вот, и нужно было обрасти, волосы. Я не могу, для меня вот чуть больше 5 сантиметров, если на голове волосы, я прям раздражаю. Тут еще и голодный, еще волосы отрастают. Да, вот это была жесть. А потом мне нужно было сразу резко в клетке, кстати, вот новый сезон выйдет, скорее всего, в октябре. Раскачаться нужно было набрать, массу. Да, вот я с 70 или 68, что-то там 68, 70, что-то какой-то такой у меня был вес. Мне нужно было резко раскачаться, и я раскачался до 91. Но там у меня было время, да, у меня было 3 месяца. Но это все равно такой стресс для организма, такие резкие смены. Адский стресс. Был потом последствия, были какие-то? До сих пор, на самом деле. Да? До сих пор, да. Приходилось ли менять прическу? Или предлагали, может быть, приходилось отказывать кому-то в каком-то образе? Не, я с удовольствием всегда иду на эксперименты. Всякие эксперименты с внешностью, потому что для меня, самое важное, это, наверное, чтобы внешне сначала человек как-то изменился, герой изменился, а потом уже внутренне там дорабатываю. Для меня это мне очень интересно, чтобы был именно образ внешне совершенно неузнаваем. Вот. Не всегда идут продюсеры на такие эксперименты, потому что чаще всего зрителю и продюсерам выгоднее, чтобы артист был в одном и том же образе, к сожалению. Но это так и есть. Почему? Не знаю, зритель привык видеть тебя вот там, красавчиком, мажором, грубо говоря. Ему сложно перестроиться как-то, не хочет. И продюсерам гораздо легче взять там задрота на роль задрота, понимаешь, чем же. Как-то они не хотят экспериментировать, не хотят попасть в просак, можно так сказать. Вот смотри, если брать историю, допустим, Дмитрия Нагиева, он играл в «Непрощенном». Совершенно не брутального человека, вот этого вот с бородой. И, по-моему, это был фурор просто. Да, прям это было очень классное преображение. И, в принципе, воспринялось и публика хорошо, поэтому... Просто у нас еще пока не готовы, не совсем готовы. Хотя потихонечку начинают. У меня там есть комедия достаточно смешная, если будет время, глянь, называется «Форс-мажор». Это сериал очень смешной. Там я совершенно не похож на себя и вообще на все роли, которые предыдущие у меня были. Такой безвольный, такой человек 30-летний, который живет с мамой. Это не похоже на предыдущие все роли. Что, мы готовы разыграть 2 билета на предпремьерный показ фильма «Соври мне правду» с участием, конечно же, Павла Прилучного. И чтобы выиграть, мы решили, просто нужно дозвониться. Вот кто сейчас первым это сделает, тот и получит 2 билета и сходит в кинотеатр «Ока», который находится в Моремоле, и посмотрит этот замечательный фильм. А мы пока продолжаем беседу. Не могу не спросить про фильм и сериал «Мажор». Так. Будет ли еще продолжение этой замечательной истории? И как вообще повлияла эта история на тебя в целом? Ты знаешь, мне уже начинает казаться, что эта история никогда не закончится. Потому что, да, будет. Серьезно? Да, мы отсняли. Не знаю. Надеяться, что последний это сезон, наверное, не стоит. Хотя все зависит от зрителя. То есть, если так, у нас есть звонок. Алло? Алло, это «Русское радио», да, здравствуйте. Здравствуйте. Мы хотим выиграть. А как вас зовут? Представьтесь, пожалуйста, и чуть погромче общайтесь, потому что вот мы вас на максимум вывели, вас плохо слышно. Меня зовут Татьяна. Татьяна, очень приятно. Мы вас поздравляем, вы уже, собственно, стали победителем и отправитесь на предпремьерный показ. Рядом с нами сидит Павел Прилучный, можете у него что-то спросить? Привет, Танюш. Я, если честно, немножко в шоке, поэтому спросить я ничего не могу. Привет, можете просто передать кому-нибудь. Привет, большой привет. Поздравляю вас, приятного просмотра. Спасибо, это мой первый выигрыш. Вау. Тань, тогда надеюсь, не последний. повисите на трубочке, расскажем, где забрать подарок за эфиром. А мы продолжаем беседу. «Мажор». Отсняли новый сезон? Да, отсняли новый сезон, и я вот приеду сейчас 8 числа, 9 буду его озвучивать, поэтому я его еще сам не видел, ничего сказать не могу, но будет интересно, это точно. Но самое, что интересное, Так.
значит, Кинопоиск возобновил съемки фильма «Мажор». Будет Уже фильм вышел? «Мажор». Да, вышел. И они заказали еще один. Еще один. Да, продолжение фильма. Ну, то есть там фильм же «Мажор» и сериал «Мажор» немножко отличаются. Да, это отдельная история. Да, там есть герои, ну, там те же самые, а история внутри совершенно разная. Вот. И Это будет продолжение это этого будет фильма. продолжение фильма. Ох. И продолжение фильма будет сниматься в Сочи. Вау! Да, да. Класс! Так что, да, мы сюда так. А когда будут съемки? заедем, скорее всего, это будет ноябрь-декабрь. Вообще в Сочи очень часто снимают фильмы, и здесь есть определенные чаты с массовкой, где часто людей призывают участвовать в этих фильмах. Поэтому, друзья мои, у вас будет шанс, возможно, будет шанс даже где-то засветиться, сняться в качестве массовки в фильме «Мажор 2». Он так будет называться, «Мажор 2»? Я не знаю, как он будет называться, но... Ну, тебе самому нравится, что эти истории, они продолжаются и продолжаются? Можно к этому по-разному относиться. Это заслуживает уважения, то, что действительно зрителю этому нравится. Конечно, зритель это зрители. смотрит, зритель хочет продолжения, и это круто. Вот, и поэтому я с большим удовольствием всегда к этому отношусь. А не хотелось ли тебе закончить свою историю, ну, допустим, может быть, ты подходил к режиссеру и говорил, а давайте его убьем. Так меня же убивали да. уже сколько раз, понимаешь? Ну, кстати, да, там же было чудесное воскрешение. Да. Ну, все планировалось на этом, что вот убили и все. Но нет, не так. Мажор будет просто. жить. К сожалению, очень быстро подошел этот эфир к своему завершению, но все-таки мы хотим еще раз вам напомнить о прекрасном фильме, который приехал сюда Павел Прилучный представлять. Фильм называется «Соври мне правду». Да. И коротко о чем фильм? Это, господи, эротический психологический триллер, я бы так его назвал. Друзья мои, всех зову сегодня в 7 часов начинается у нас премьерный показ в Гала... Ока, да? Да, это Море-Молл ТРЦ. Море-Молл, да. В Море-Молле. Вот, будет интересно, будет еще фотосессия, кстати. О, да, вот, сначала если 7 часов. хотите сфотографироваться, приходите в Так Море-Молл что, ТРЦ. да, можем там увидеться и заодно фильм посмотреть. Что о нем рассказывать-то, собственно говоря. Ну да. Надо смотреть. Не отпущу из нашего эфира, пока не будет каких-нибудь пожеланий для наших радиослушателей. Так, я желаю вам солнца. Да, солнце важно. постоянно, потому что вчера вот приезжал, собственно говоря, дождливенько было, в Москве-то уже все, давно уже все это прошло. А вам, конечно, я завидую дико, сегодня проснулся, и такая радость прям. Солнце, мирного неба, ну и здоровичка, конечно же, друзья мои, здоровичка! Спасибо огромное. У нас в гостях был сегодня Павел Прилучный. С удовольствием будем рады видеть в гостях снова, с новыми фильмами, с любовницами, ну, с фильмом, конечно же. Ну, а с вами прощаюсь до завтра. Меня зовут Наталья Жаринова. Пока-пока.